Всем привет! Меня зовут Мария, и я коуч по русскому произношению для иностранцев, которые изучают русский язык. В этом видео я хочу рассказать вам про новый формат Movie Club / Russian Pronunciation Gym. Что это такое? Для кого это? Чем он отличается от других муви-клабов? А в конце видео я расскажу немножко про тренды, основные тенденции в изучении иностранных языков в 2026 году. Многие из вас изучают русский язык самостоятельно. Я тоже думаю, что сейчас, когда материалов так много и все можно найти в интернете, почему бы не изучать язык самостоятельно? Но сейчас идет такая тенденция изучать язык самостоятельно и в одиночестве. То есть самостоятельно стало приравниваться к «я сам, мне не нужны люди». Кстати, если это про вас, пишите об этом в комментариях. Еще я заметила, что когда наконец-то у студента появляется желание смотреть реальный, неадаптированный контент на русском языке, часто студент просто не знает, что именно смотреть. Что именно смотреть и как это делать? Потому что, естественно, и это третье мое наблюдение сегодня, понимать живую русскую речь очень трудно. Даже если вы изучаете русский язык 2 года, 3 года, 7 лет, 10 лет, поверьте, всегда, вот на каждом году вашего изучения будет какой-нибудь контекст, какой-нибудь носитель, какой-нибудь фильм, который вы будете с трудом понимать. Киноклуб или тренажерный зал по русскому произношению — это формат, который объединяет в себе и киноклуб, и тренировочный зал по русскому произношению. Браво! Вот это описание, Мария. Аплодирую вам. Это такой формат, который дает безопасное место, чтобы ошибаться, чтобы слушать и пытаться понять реальный, живой русский контент. Это пространство, где мы смотрим русские фильмы, сериалы, интервью, шоу в таком виде, вот в каком они есть. Мы учимся понимать их без всяких инструментов распознавания речи. Мы обсуждаем их и практикуем произношение. Практикуем главным образом 2 навыка: понимание живой русской речи и произношение той же самой живой русской речью. Как родилась эта идея? Тренажерный зал по русскому произношению у меня уже существовал, уже 2 года. Формат немножко менялся, и вот, наконец, он изменился до киноклуба. В прошлом году наступил у меня такой момент, когда я, знаете, банально устала от асинхронных форматов. Устала от того, что все как-то автоматизируется, ускоряется, изучение языка в том числе, и общение в том числе. И у меня возникла острая потребность вернуться к старым добрым встречам. Просто групповые встречи с живыми людьми, где мы бы обсуждали какие-то фрагменты из живого русского контента и учились, каждый в своем темпе, поддерживали друг друга, и это был бы такой вот живой, спокойный формат. Все об этом уже говорят, и, наверное, это звучит как-то банально, но я почувствовала это прямо вот всем телом своим, что мир куда-то летит, бежит, несется, и другие глаголы движения вот эти, да. Я так смотрю и думаю: слушай, вот беги, несись, спеши, а я тут вот доползу в своем темпе. На 2026 год я выбрала для себя глагол движения «ползти».
в своем темпе. Вот. Напишите в комментариях, какой глагол движения выбрали вы на 2026 год. Да, но при этом, конечно, мне бы хотелось продолжать работу над произношением, но сделать это в таком, интересном, живом, поддерживающем формате, который имеет смысл. И, на мой взгляд, это именно формат живых встреч, формат чата, где все вместе, и можно задавать вопросы, можно что-то обсуждать, можно делиться трудностями. Это вот именно такой формат. Чуть подробнее про этот формат, что конкретно внутри. Где-то в середине месяца в общий чат закрытый я присылаю фрагмент из какого-то нового фильма, сериала, шоу и так далее. Да? Фрагмент без субтитров. Участники стараются его понять без всякой помощи, без всяких инструментов распознавания речи. Единственный инструмент — это уши, и голова, мозг. В общем, мы тренируем тот самый навык понимания живого русского языка. Затем в конце месяца групповая встреча. На этой групповой встрече, она обычно длится час-полтора, иногда дольше. Мы обсуждаем этот фильм, или откуда взят этот фрагмент. Мы обсуждаем сам фрагмент, что мы там услышали и что там говорилось на самом деле. Разбираем фразы, разбираем интонации, если это важно, разбираем какие-то созвучия, если это важно, да? На каждом уроке свой акцент. Я отвечаю на вопросы, мы практикуемся, я даю домашнее задание, запись встречи сохраняется, и потом у участников есть еще 2 недели, чтобы поработать с этим фрагментом, с этим фильмом. Можно работать в своем темпе, в своем режиме. Можно делать это интенсивно, конечно. Не только приходить на групповые встречи, но и активно работать, делать домашние задания, делать shadowing. У вас, кстати, там есть еще доступ к аудиотренажеру. Это маленькие подкасты для тренировки отдельных моментов русского произношения. То есть можно практиковаться еще и с аудиотренажером, присылать мне вопросы, присылать мне голосовые сообщения, получать от меня обратную связь, исправлять что-то. А можно выбрать более спокойный вариант участия. Да, приходить на встречи, смотреть фильмы, что-то для себя брать, немножко, вот сколько вы можете. И все. Чем этот формат отличается от других киноклубов или от других курсов? Во-первых, это не курс. Это такой тренажерный зал, в который вы оформляете подписку. И вы можете туда ходить месяц, 2, 3, 4, год, сколько вам нужно, сколько вам хочется. И в любой момент эту подписку можно отменить. Чем отличается это сообщество, этот клуб, тренажерный зал от других форматов вообще? Здесь мы учимся понимать и воспроизводить реальную русскую речь. И мы тренируемся на реальной, живой речи, а не речи из аудиозаписей из учебника. Еще одно яркое отличие — это, конечно, то, что мы делаем акцент на произношении. То есть это не просто киноклуб, это киноклуб, где мы постоянно как-то обсуждаем произношение. Это безопасное пространство, где, я бы хотела, чтобы это пространство так ощущалось, где участники могли бы прыгать выше своей головы, общаться, обмениваться опытом, сталкиваться с реальным русским языком и с реальным общением. И еще одно, наверное, очень яркое отличие этого формата — это то, что я объединяю на этих встречах и в этом чате людей совершенно разных уровней владения языком. Для меня это, конечно, вызов,
Это трудно организовать обычно, но я искренне верю в то, что живой язык делить на уровне можно только вот в рамках подготовки к экзамену, но не в рамках живого общения. И я думаю, что каждому студенту есть чему поучиться. И каждый берет от фильма, от фрагмента, от разбора, от нашего общения, от нашего группового урока. Каждый берет то, что может взять, что может и хочет взять. На Патреоне вы можете выбрать один из уровней подписки. На одном уровне вы, например, получаете доступ к чату, вы не попадаете на групповые встречи, но вы получаете доступ к нашему чату, получаете доступ к аудиотренажеру. Вы можете тренироваться, задавать вопросы, отправлять голосовые сообщения и получать от меня обратную связь. Вы уже там присутствуете. Это такой способ потрогать, пощупать, вообще посмотреть на этот формат. Другой уровень предполагает уже групповые встречи каждый месяц и, конечно же, запись этих групповых встреч. Для кого этот формат больше всего подходит? Ну, наверное, для тех, кто хочет живого общения и кто хочет да просто созвониться с людьми, просто посмотреть кино, обсудить, разобраться в деталях, не торопясь, кто хочет развиваться в своем каком-то темпе. Ну и, конечно, это для всех тех, кто хочет поддерживать свое русское произношение. Еще раз повторю, это не курс. Курс у меня по русскому произношению — это отдельная история, отдельный продукт. Да? Это не индивидуальный коучинг, где я вам составляю индивидуальную программу и вас отдельно тренирую. Нет, это групповая динамика, это группа, где вы выбираете свой темп, свою нагрузку, вы берете то, что вы можете и хотите взять от этого формата, и я там вместе с вами готова ответить на ваши вопросы, поддержать вас, посоветовать вам что-то, дать очень конкретные советы про ваше произношение. Ну и, конечно, я там делаю для вас практику и упражнения, чтобы ваше произношение становилось лучше, яснее, понятнее, четче, красивее, разборчивее. Ну, если коротко, то этот формат подходит очень хорошо тем, кто любит кино, кто изучает русский язык, кому интересно поработать над своим русским произношением, кому хочется понимать живую русскую речь без всякой помощи, и кто уже устал бояться этой живой русской речи, и для тех, кто хочет попасть в живое сообщество и общаться. Вот, наверное, так. Наверное, я все рассказала, надеюсь, все, что нужно было, я вам рассказала. Если вы хотите попробовать, если вам откликнулся этот формат, присоединяйтесь. Подписку можно выбрать на Патреоне. Там у нас уже ждет вас маленькая, закрытая, теплая группа. Кстати, совсем недавно прошла уже первая наша групповая встреча. Запись уже есть на Патреоне. И совсем скоро я выкладываю новый отрывок, новое видео, по которому мы будем работать в следующем месяце. В общем, если хотите, присоединяйтесь, сейчас самое время. А еще я для вас записала 3 мини-подкаста. Отличная практика аудирования, кстати. 3 мини-подкаста про тенденции в изучении русского языка и вообще иностранных языков в 2026 году. Что я вижу и что, мне кажется, будет очень важным совсем скоро. Ну и уже очень важно на самом деле. Эти 3 мини-подкаста я опубликую в закрытом телеграм-канале, в бесплатном закрытом телеграм-канале, в который можно попасть по ссылке в описании к этому видео. Посмотрите, пожалуйста, описание к этому видео, там будет ссылка на закрытый телеграм-канал. Вот, там можно будет послушать 3 эти мини-подкаста, прокомментировать,
высказать свое мнение, свои наблюдения, пообсуждать, попрактиковать русский язык. В этих подкастах я рассказываю, почему именно паузы помогают запоминать новую информацию, почему живые люди и эмоции становятся редкостью, и почему это так важно в изучении языка. А также рассказываю про то, как я впервые попала на тренировку по айкидо, и как сильно она меня поразила, и чем. Спасибо, что были со мной. Если вас заинтересовал этот формат, о котором я говорила, добро пожаловать, присоединяйтесь. Я буду очень рада вас видеть или слышать. До скорой встречи. Пока-пока.